Да, именно руками, без мотоблока и даже без лопаты. Почему? Потому что картофеля будем сажать мало, а идти за лопатой труднее и дольше, нежели сделать канавки просто руками. Наша почва тяжелая глина, но после осенней перекопки с оборотом пласта, и после зимнего промораживания, и после весеннего боронования, и с нашей глиной вполне можно справиться руками. Разумеется, и после летнего полива, потому что пока наша глинистая почва сухая, с ней не справится даже трактор. Да, воды не жалеем, потому что ростовские луганские степи – это очень засушливая местность. Для наглядности, в этом году с конца февраля до начала июня прошел всего один более-менее поливной дождь. Всего около 20 мм дождевых осадков. Так что щедро заправляем почву водой. Объем этого ведра 20 литров. В качестве семенного картофеля верхушки срезанные с обычной пищевой картошки из супермаркета. Поэтому название картофельного сорта мы не знаем. Но мы знаем, что этот картофель родом из Египта, и это повышает шансы на получение нормального урожая в нашем жарком засушливом климате. Как минимум уже сейчас, перед посадкой, картофельные ростки нормальные, крепкие, достаточно толстые. То есть без таких визуально заметных признаков теплового вырождения, как нитевидность или уродливость. Расстояние между картофельными клубнями в ряду около 10 сантиметров. Расстояние между рядами 80 сантиметров. Просеиваем остатки сгоревших дров, чтобы отделить древесный уголь от золы, от пепла. Опыливаем растительной золой и пеплом семенной картофель прямо в рядах. Эта простая операция позволяет увеличить урожайность картофеля на 10-15%. В нашем случае древесная зола – это бесплатное удобрение, которое содержит такие макроэлементы, как калий, фосфор, кальций, а также большинство микроэлементов, необходимых растениям. В качестве органических удобрений в этот раз мы вносим полуперепревший компост из коровьего навоза. Разумеется, навоз можно заменить и другой органикой, в том числе бесплатной, доступной каждому огороднику, вроде домового мусора, зеленой травы и прочих, о которых мы уже много раз и рассказывали, и показывали. Выравниваем органику таким образом, чтобы слой органических удобрений по центру ряда над картофелем был больше. И загребаем органику по бокам почвой. Теперь даже на нашей глине после сильного полива над клубнями не будет образовываться толстая почвенная корка.
Картофельные всходы смогут быстрее и легче зайти из рыхлой органики. Аналогично и с мульчированием сеном. Мы стараемся, чтобы над местом будущих картофельных всходов не было слишком толстого слоя сена. Это необходимо, чтобы всходы росли без препятствий. Мы уже показывали в фильмах, что слежавшееся тонковолокнистое сено может подавлять не только всходы сорняков, но и сильно повреждает всходы картофеля. Тем не менее, даже тонкий слой светлого рыхлого сена поможет эффективно защитить летние картофельные всходы от гибели из-за перегрева в почве в нашем жарком климате. Ведь уже сейчас, в начале лета, у нас очень высокая температура воздуха, ближе к 40 градусам Цельсия. И без мульчирования почва может нагреваться практически в 2 раза сильнее, чем нагревается воздух. Разумеется, картофельный участок поливаем регулярно в обязательном порядке. Ведь за сезон растение картофеля пропускает через себя до 200 литров воды на каждый килограмм урожая. В конце сезона посмотрим, даст ли урожай обычная пищевая египетская картошка из супермаркета и в нашем жарком климате. Если результат покажется нам интересным, возможно, даже покажем урожай. Но эффективность наших технологий выращивания с обычной весенней посадкой картофеля, изначально купленного как обычный пищевой, мы показывали уже не раз. Например, вот урожай от весенней посадки получены и без перекопки участка, и без окучивания. Кто уже видел, дальше можно и не смотреть. Если видео показалось полезным, информативным, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь с друзьями. С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. Кстати, хочу сказать, что Жека, конечно же, не копает всю картошку таким образом. Это просто, чтобы раскопать, показать Да. визуально, что там творится. Так мы, конечно, Вот просто копаем, да и копаем, когда не снимаем. А то еще кто-нибудь подумает, что мы вручную каждую кустик вот это... можно картошку вот без вил копать, какую-то маленькую лопаточку взял и пошел Да, вот сел так и копаем. ковыряться. Да. Это день, чтобы вот так попадать. Ага. Еще есть, я вижу. Все, здесь с первого ряда собрали. Получилось 4 20-литровых ведра, то есть 80 литров. И даже больше, потому что с небольшими горками. Вот это семенной картофель с первого ряда. Хочу сразу вот показать, какие тут вот экземпляры, что очень трудно поместить в руку. Они не помещаются. Вот. Ой. Ой. Когда я пытаюсь взять, одну пытаюсь взять, другая начинает падать. Ну, такие дела. Ну и вот урожай импалы. Тоже сорт куплен, как обычный пищевой картофель. Довольно хорошо получилось. Вот рука рядом. Клубни какие.